Всем привет! Меня зовут Нина Заславская. Мы продолжаем рубрику «10 вопросов мастеру». Так как вам очень понравился этот формат, мы продолжаем разбирать именно те вопросы, которые вы задаете мне чаще всего. Чем органические пигменты отличаются от минеральных пигментов и какие особенности работы? Конечно же, есть очень явное отличие этих пигментов, особенно оно проявляется в работе. Когда мастер работает минеральными пигментами, их нужно укладывать прям плотно-плотно в кожу, потому что после заживления, после схода корочек, минеральные пигменты очень сильно уходят по цвету. И чтобы у вас остался хороший остаток, нужно их прям плотнить. То есть, если вы хотите сделать красивую воздушную пудру, минералами этого сделать не получится. Ну, либо же получится, а остаток будет нулевой. А вот как раз органика, в отличие от минералов, можно сделать воздушно-воздушно. Органические пигменты в кожу у вас будут укладываться гораздо быстрее, чем минеральные пигменты. Соответственно, можно сделать прям воздушно, полупрозрачно и легко напылить пигмент. Но также существует мнение, что органика сереет. И это действительно так, если вы не знаете основы колористики. Если вы работаете органическими пигментами, имейте в виду, что их надо брать на желтой, теплой основе, потому что заживают они действительно чуть серее, чем минералы. Как сделать красивые коричневые брови, чтобы они не были серыми, работая на органике? Чтобы сделать красивые коричневые брови на органике, повторюсь, нужно брать теплые пигменты на желтой основе. И они должны быть прям дико теплые, не нужно пугаться каких-то рыжих оттенков, потому что нужно учитывать, что при заживлении органические пигменты действительно сильно сереют, у них есть уход по цвету, в отличие от минералов. И вот я примерно подготовила пигмент на растирочке ватного диска, какой оттенок должен быть. Прям посмотрите, он такой оранжевый кажется. Но когда он уже укладывается в кожу и заживает, получается такой русый красивый цвет, абсолютно без рыжинки. Конечно, нужно учитывать и оттенок кожи, потому что если клиентка пришла с очень холодной белой кожей, соответственно, ваш пигмент заживет еще холоднее. Если оттенок кожи нейтральный, оттенок пигмента уже не будет так уходить в холод. Если кожа теплая, соответственно, еще лучше будет результат. Вот это все мы учитываем при подборе изначально, когда к нам приходит клиент, и мы решаем такой пример в голове. Какой оттенок кожи, какой цвет мы хотим получить в итоге. Исходя из этого, мы вырабатываем вот эту формулу идеального цвета, который мы будем использовать для растушевки бровей. Эффективно ли онлайн-обучение? Да, конечно, я считаю онлайн-обучение очень эффективно, но изначально, если у вас абсолютно нет никакого представления о татуаже, я считаю, все-таки нужно получить базовые навыки именно очно. Поставить руку, посмотреть, как работать с кожей, понять, как держать вообще машинку в руке, а потом, конечно, уже повышать свое мастерство, проходя даже онлайн-обучение. Это очень круто, потому что многие мастера, которые живут далеко, в других странах, и, к сожалению, с этой ковидной всей обстановкой не могут себе позволить вылететь из страны, обучаются, не выходя из дома, и действительно улучшают свои работы и очень довольны. И помимо этого, вы ведь сами можете оценить эффективность онлайн-обучения. Вы же смотрите YouTube-канал, и я думаю, уже сами можете ответить на свой вопрос. Все ли пигменты после лазерного удаления уходят в дико-оранжевый цвет? И действительно, на практике такое не раз встречается, когда клиент удаляет брови и приходит тут просто с апельсинами какими-то на лице. Конечно, именно органические пигменты, к сожалению, мигрируют при удалении. И чем плотнее органический пигмент лежит в коже, тем оранжевее и ярче у вас будет этот оттенок при удалении. Причем, когда вы удаляете минералы, они удаляются очень легко. И в этом, наверное, еще один плюс минералов. Но если вы хотите удалить без последствий и предполагаете, что у клиентки сильно брови при удалении уйдут в рыжину, я рекомендую удалять ремувером. Потому что рыжина, как мы знаем, удаляется очень тяжело, и потом в любом случае приходится уже переходить на ремувер и подчищать вот этот некрасивый апельсиновый цвет.
Ну и переходим к самому популярному вопросу среди вас. Какой же лазер лучше всего выбрать? Сейчас на рынке перманента огромнейшее количество и выбор всевозможных лазеров. И чаще всего представлены лазеры как раз-таки китайского производства. И я не скажу, что они плохие. Бывают действительно лазеры очень качественные. Поверьте, Китай Китаю рознь. Я считаю, если вы приобретаете лазеры, обязательно нужно выбрать неодимовый наносекундный либо пикосекундный лазер. Как раз таки он направлен на удаление перманентного макияжа, удаляет пигмент без следа, не повреждая кожу. Пикосекундный чуть помощнее, чем наносекундный. И даже если вы рассматриваете китайский аппарат, то, конечно, лучше всего, чтобы он был сертифицированный и чтобы вы не переживали за качество оказываемой услуги. Ну и такой лазер примерно начинается от 100 тысяч рублей. И есть разные лазеры с наворотами, там, с криосистемой. Когда при процедуре происходит обдув холодным воздухом, и тогда процедура менее болезненная оказывается. Но для перманента это не обязательная функция, потому что мы подмораживаем все обязательно первичной процедурой, и там не такая огромная площадь. Чаще всего как раз-таки эту криосистему берут на удаление татуировок. Поэтому такой аппарат еще доступнее. Какой машинкой лучше всего делать пудру, а какой машинкой волоски? И это тоже один из популярных вопросов, потому что машинок огромное количество, и когда мастер видит их, он не знает, конечно, что приобрести. Есть такое, что определенная машинка лучше подходит для определенной зоны. Например, если мы рассматриваем длинноходные машинки, татуировочные, такие жесткие, высоковольтажные, они плотно и четко, очень сильно пробивают кожу. Как раз таки с помощью них мы и можем добиться вот этой красивой воздушной пудры. Короткоходом уже так сделать не получится. Ваши пиксели, работая короткоходом, будут более смазанные, и бровь будет, ну, как будто теневая, не такая вот пудровая-пудровая. Опять же, короткоходные машинки лучше подходят для линейных каких-то процедур, для фиксации контура на губах, для волосковой техники, там, для фиксации стрелочки. То есть они настолько четко и близко усаживают друг к другу пиксели, что линия получается тонкая-тонкая, и пиксели в ней даже не прослеживаются, в отличие от длинноходного оборудования. Что лучше делать в первую очередь? Инъекции пластику или перманент? И вот здесь такая спорная ситуация, смотря какую зону вы хотите отредактировать, так сказать. Если, например, клиентка хочет подтянуть зону век и сделать блефаропластику, конечно же, оптимальнее будет сделать сначала именно операцию, потому что если вы пойдете в обратной последовательности, стрелки могут поехать и быть абсолютно на разном уровне. У меня, кстати, была такая ситуация с клиенткой, которой я сделала стрелки, и она после меня через 2 недели пошла к хирургу, ей вот так вот все отрезали, одна стрелка была здесь, другая здесь, соответственно, пришлось удалять и все переделывать. Поэтому, если вы корректируете веки, конечно, сначала корректируете, потом приходите и красиво выводите перманентом стрелочки. Если же рассмотреть зону губ, у всех абсолютно есть небольшая асимметрия, поэтому лучше сначала сделать перманентный макияж, выровнять красивую форму, создать ее и убрать асимметрию, а потом уже подколоть инъекции у косметолога, и тогда будет просто идеально. Почему? Потому что действие филлеров у нас вымывается из организма в течение 12 месяцев, а перманентный макияж держится около 2 лет. Соответственно, лучше сделать сначала то, что будет держаться дольше, чтобы у вас потом не было никакого перекоса из-за природной асимметрии. Какие особенности работы на жирной коже? Но, как мы знаем, на жирной плотной коже сложнее гораздо уложить пигмент. И чтобы это сделать быстрее, нужно взять иголочку чуть большего диаметра. Например, на сухой коже я всегда выбираю диаметр 0,25-0,30. Если я вижу жирную плотную кожу, я выбираю диаметр 0,30-0,35, потому что чем больше диаметр вашей иголочки, тем быстрее укладывается пигмент, тем больше пигмента остается в коже после одного прохода. Соответственно, берем иголку большего диаметра и работаем. Как решать конфликтные ситуации с клиентами? На самом деле каждый мастер сталкивается с таким когда-либо в своей жизни, и конфликт может быть и беспочвенный, потому что, например, вы во время процедуры можете что-то недорассказать, например, что нужна коррекция, или что процедура делается в 2 этапа, что могут быть пробелы, и тогда клиент будет прав, потому что он был не осведомлен о том, что нужна коррекция. Либо же действительно вы можете все рассказать, и клиент просто не понимает и хочет сделать
бесплатно коррекцию. Как у меня была тут недавно ситуация, пришла клиентка разбираться ко мне вместе с мужем, зашли ко мне в кабинет, и мне ее муж доказывал, что, ну вот смотрите, вот вы покрасили стену и не докрасили. Вы что, за это деньги будете брать? И хотел провести мне аналогию, что вот вы не докрасили и требуете деньги за коррекцию. Конечно, я пыталась объяснить, что, к сожалению, кожа это не стена, и это абсолютно разные вещи, но бесполезно, так сказать, это все было. И я решила выйти из ситуации мирным путем и предложила бесплатную коррекцию, потому что понимала, что здесь нету другого решения вопроса. Я считаю, что в каждой ситуации нужно все-таки находить компромисс с клиентом и не доводить до каких-то судебных разбирательств, не тратить себе нервы. Если вы видите, что клиент настроен негативно, то лучше сделать ему, я считаю, бесплатную коррекцию и отпустить его с Богом. И последний вопрос, который пришел мне буквально сегодня с утра. Мне пишет девушка: Нина, у вас сеть студий, как вы все успеваете контролировать? На самом деле нереально проконтролировать 50 сотрудников одной. И я к этому не сразу пришла, конечно, в самом начале пути я все делала одна, но так как всегда хочется расти и всегда хочется чего-то большего, мы потихоньку расширяли свой штат, набирали сотрудников, и я, к своему счастью, научилась делегировать, распределять обязанности, и штат у меня действительно сейчас большой, и, наверное, самое сложное — это как раз-таки всех проконтролировать, поэтому у меня появилась правая рука, моя управляющая, у меня, кстати, сейчас появилась идея, может быть, если вам будет, конечно, это интересно, напишите в комментариях, мы можем в следующем выпуске задать ваши вопросы моей управляющей касательно административной работы, как открыть студию, как работать с мастерами, как выстраивать план и все-все-все, что вы напишите в комментариях, обязательно пишите вопросы, которые мы обсудим и осветим. Ну что, пока вы пишете свои вопросы, выпуск подошел к концу.